как у всех такая некоторая нервозность происходит на рынке. Многие этого не ожидали, как всегда, и, в общем-то, и мы в том числе. И поэтому есть непонимание, что же будет и что делать дальше. На самом деле, когда это все началось, там и первая неделя марта, действительно, когда объявили о том, что это первая неделя там, нерабочая, первая неделя, когда объявили нерабочей, все в такое попали, я имею в виду про компанию метро, там, да, про коллег, про сотрудников, попали в некий такой оцепенение, может быть, там, да, в общем-то, и очень сложно было вот из этого оцепенения их первое время вывести, потому что действительно все там думали, что же там, как же там с зарплатами, там, да, в общем-то, все-таки чей же будет счет это, да, когда пообещал Путин, что за счет работодателя, кто же этим будет работодателем, который все это оплатит, там, да, в общем-то, и много, конечно, было таких вопросов в том числе, и приходилось первое время вот именно каким-то, может быть, личным примером, там, да, какими-то вот разговорами, совещаниями, конференциями выводить коллег из этого спящего состояния, из этого оцепенения. Возвращаясь, если вот что происходит у нас сейчас, действительно рынок остается в некоторой степени активный, это не 98 год, там, да, это даже не 2008 год, когда там немножко мы, упав, задержались в 98-м на полгода даже, там, да, в 2008-м, там, может, месяца на 3-4 задержались по активности рынка. В этом году рынок остается активным. Другое дело, что, опять же, наши власти, не дают возможности нам работать. Да. Мы в первую неделю, первые же, кто ушли за счет работодателя, это чиновники, это администрация районная, это, в общем-то, Росреестр, это МФЦ, те, кто регистрирует сделки. И, в общем-то, у них тоже работодатель понятен, там, да, они ушли за счет работодателя, все чиновники на каникулы, а работодатели у них опять же мы, потому что мы платим в бюджет деньги, и, соответственно, они пошли опять же Да, на но наш счет. их формальный работодатель у них на самом деле это вот нечто монструозное под названием государство, и оно, конечно, может позволить себе содержать всех своих, да, а вот вам-то и нам с вами, конечно, гораздо сложнее в этом смысле. Как уже говорил, активность рынка сохраняется, и на самом деле мы никого никуда не отправили. Первое, когда все объявили, первое, что мы сделали, конечно, собрались с топ-менеджерами, там, с компаньонами и обсудили ситуацию, построили для себя, конечно, как основной план, самый пессимистичный, о том, что рынок встанет и делать нам будет нечего, и строили исходя из этого, да, и тем не менее мы никого не увольняли, понимая, что, в общем-то, в этот момент надо сохранить сотрудников, надо сохранить работу, сохранить клиентов. И поэтому, в общем-то, мы оставили всех на минимальной зарплате, но сохранили всем зарплату, сохранили всех наших сотрудников, перестроив их работу, конечно же, дистанционно. Если там происходят какие-то встречи в офисах, то мы тоже обеспечили мерами гигиены и предосторожности всю эту работу. А рынок сохранил активность, может быть, по нашим подсчетам где-то процентов 50, наверное, на рынке осталось активных людей, которые желают приобрести недвижимость. Чему, наверное, способствовало все-таки о том, что в первом квартале все банки заявили, что рекордная выдача ипотечных кредитов, у банков есть такое отлагательное условие, что в течение месяца надо приобрести жилье, если выдали кредит, там, да, в течение месяца должен подобрать. Поэтому первый квартал закончился, и люди пошли, в общем-то, выдали много, пошли, опять же, к риэлторам, там, да, искать тот объект недвижимости, который им надо приобрести. И вообще в целом и экономисты, и аналитики, и мы в том числе, у нас тоже есть отдел аналитики, не считаем, что этот кризис как-то сильно повлияет на цены, на спрос на недвижимость. Там, да, мы прогнозируем
ну, останется ли то же самое, там, может быть, в пределах там, 5-7% по итогам года, может быть, она снизится, потому как все-таки правительство, опять же, осознавая всю эту ситуацию, сейчас ввело вот программу там, покупки, приобретения новостроек, чтобы строительные компании все-таки не остановились и не умерли, да, поэтому вот есть программы, которые стимулируют приобретение недвижимости у застройщиков, интересные продукты ипотечные под 6,4, под 6,5%. И люди, в общем-то, тоже оживились на этом и готовы приобретать. А рынок первички, он, в общем-то, ну, люди все равно покупают не за наличные, у них чаще всего это альтернативная покупка. Они продают свое старое жилье во вторичке, да, и добавляя каких-то денег, в том числе, может быть, ипотечных, приобретают себе новостройку. Поэтому я думаю, что рынок новостроек подтянуло правительственные программы для молодых семей и, в принципе, для приобретения ну, новостроек. А рынок новостроек, он подтянет рынок вторичного жилья, и здесь как раз вот риэлторы, они не останутся, что называется, без своего хлеба. Те специальности, которые не успели или не могут адаптироваться к онлайну или к услугам, связанным с доставкой, это, конечно, сложновато. Мы ощутили отток проектов, был даже возврат по одному из них, но в целом, просто вовремя оценив вовремя оценив всю вот эту ситуацию с кризисом, с офлайном, да, что он закрывается, и нужно срочно придумывать какие-то онлайн цифровые вещи, то есть мы приняли, в голове было несколько гипотез, и одну из них мы протестировали и сейчас реализовали, собственно, движемся выбрали один из максимально подходящих под условия продуктов, и сейчас делаем ставку на него. И параллельно тестируем еще одни гипотезы, и, собственно, они тоже у нас заходят. Вот сегодня был как раз пилот одного из проектов. Мне кажется, люди, во-первых, идти просто ради заработка денег, я думаю, на этом топливе далеко никто, не все уедут. Вот. И, если человеку нравится делиться информацией, и у него это неплохо получается, его информация ценна, то есть он по-любому же вокруг себя обретет некое СМИ маленькое, то есть свою аудиторию. И у меня есть знакомые товарищи, которые по этому пути идут, они начинали они просто демонстрировали свое увлечение, и постепенно их аудитория росла, то есть и сейчас у людей есть там несколько сотен тысяч подписчиков на канале, и это сейчас их основной заработок, и почему нет? Опять же, я смотрю на это и понимаю, что да, зарабатывать там можно, но могу ли я, например, это делать? И я понимаю, что нужно через себя определенным образом переступить. То есть пока я на это не готов. Я думаю, что много таких людей, которые готовы потреблять контент, но пока не чувствуют в себе силы что-то отдавать. Наверное, IT-сфере немножко попроще, потому что у нас и раньше многие сотрудники, я имею в виду программистов, да, сейчас могли работать на удаленке, и ничего такого сверхъестественного не произошло. Да? Просто мы всех программистов перевели на удаленку. Они, конечно, плачут, что хотят в офис, что хотят потусоваться, поиграть в бильярд и так далее. Я говорю, подождите немножко. Да? Немножко, может быть, сложнее было с теми, кто работал офлайн, это менеджеры, та категория, которая работала в офисе. Но буквально за неделю мы перевели всех, кого смогли перевести, то есть это менеджеров по всем филиалам, у нас их более 90 по России, на работу офлайн, обеспечили их там компьютерами, телефонией нашей, то есть когда они звонят клиенту, клиент видит, что это звонит компания Tensor, и, в общем-то, работа продолжается. Можете назвать общее количество сотрудников в Tensor, если брать в целом по стране? Более 6 тысяч, наверное, уже.
И все при работе, все находятся сейчас, все мобилизованы. То есть никого не пришлось, условно говоря, сокращать, как-то отодвигать, переводить на какие-то пониженные ставки, часы и так далее. Нет? Нет, это мы вообще не делали, независимо ни от чего, потому что ну, для меня тензоры это прежде всего люди, и я понимаю, что этим людям и так, может быть, психологически сейчас далеко не так просто, и создавать им еще какие-то некомфортные условия нет. То есть есть какие-то отпуска, кто хотел, мог их взять, но подавляющее большинство людей, они работают, может быть, чуть в другом режиме, но они работают. Ну, понятно, что, как, ну, я условно говорю, каких-то уборщиц я не могу онлайн, да, перевести на Ну, работу. само собой. Но по максимуму обеспечивала занятость всех, кого мы могли обеспечить. Культовый, друзья, ресторан Мили тоже есть. Кстати, как поживают Мили сейчас? Вы же закрыли их, я так понимаю, или все-таки как-то... Что значит закрыли? Простите, да? Ну, просто надо уточнить, да. Но вот, опять же, да, это настолько для меня было крутое время мобилизации. Все-таки это такая а-ля карт, доставка, не совсем мне близкая тема. Подача, красота, обслуживание. У меня, в общем, выбора не осталось. Поэтому мы запустили ну, буквально за несколько дней доставку. Это все работает, соответственно, тоже ну, на платформе Sbiz, да. У нас есть программа для автоматизации общепита Presto, Мили работает, ну и не только Мили, многие компании уже общепита в России на ней работают. Туда прикрутили виджет доставки и вот кучу всего нового делаем. Мы запустили кучу всего интересного в меню, мы делаем летнее меню. Мы запустили там домашнюю кухню, там пиццы, роллы, ну то, что было для сотрудников всегда, у нас там есть бар еще в офисе. То есть мне народ из Мили говорит, мы еще никогда так активно вообще не работали за все годы. Мы, конечно же, ограничены. Мы работаем только сейчас на вынос и на доставку. Соответственно, гости внутрь проходить не могут, как нам власти порекомендовали. То есть строго соблюдаете? Конечно, да. Понятно, потому что в противном случае это чревато. Но тогда скажите, насколько сильно в этом смысле вы пострадали? Потому что если вы работаете только на вынос и доставку, мы уже общались тут с предыдущими ребятами-рестораторами, конечно, у них все очень сильно тоже просело и упало. Насколько у вас? Ну, я бы не сказала, что мы прям, вот, знаешь, слово «пострадали», для меня это, знаешь, совсем уже все плохо. Конечно, обороты у нас упали, и сложно было, наверное, первые несколько дней понять и перестроиться, как-то принять новые реалии. Но я все время говорю, что нам особо жаловаться, наверное, не приходится, потому что мы, не знаю, спасибо нашим гостям, которые все равно нас поддерживают и приходят каждый день к нам, покупают кофе, наши круассаны, печенье на вынос. И несмотря на то, что до того, как все это случилось, мы не работали на доставку, а только думали об этом, это было у нас в планах, мы запустили доставку сразу же, как объявили карантин, и она у нас действует. Это, конечно, не приносит нам основного дохода, но очень сильно помогает. И всегда атмосфера в нашем заведении создавалась за счет того, что мы всегда были там. И сейчас, когда, ну, скажем, сложные времена у всех, и когда гости видели нас, что мы сами развозим, ну, во-первых, это была очень такая радостная реакция со стороны гостей, им было приятно на самом деле, и они поддерживают. И даже такие там гости в наши постоянники, которые говорят, да не надо, мы сами придем, вы только не ездите. Мы всех сохранили. Спасибо нашей команде за понимание в том плане, что, конечно, нам пришлось сократить часы их работы, но мы приняли совместное решение, что лучше по чуть-чуть, но чтобы все работали. Соответственно, просто сократились их часы, мы сократили режим работы кофейни. Теперь мы работаем не с 8, как раньше, и не до 9, как раньше, а с 9 утра и всего лишь до 5
вечера, и ребята выходят там по полдня, ну, там, не знаю, сколько у них раз, 3 или там сколько раз получается у них в неделю выходить. Вот, так что, несмотря на то, что зарплата, конечно же, стала у всех меньше, вот, но она есть. Но Есть рабочая. никто не сбежал, все решили остаться, дождаться, когда все закончится, да? И все Да, да. откроется. Есть пару людей, которые периодически уходили в отпуск, а у кого-то он был уже запланированный, и они решили не отказываться от него, а кого-то даже просто исходя из того, что не было столько работы, не было столько занятости, они по чуть-чуть, там, по недельке, по несколько дней уходили в отпуска. Эти отпуска оплачиваемые. Ну и вот благодаря тому, что все равно есть какой-то поток гостей и заказы на доставку, было пару раз, когда мы вызывали на кухню в помощь, понимали, что все-таки один повар с потоком не справляется. То есть из отпуска приходилось вызывать на работу. Да, у нас на самом деле, и мы радуемся, у нас вообще не возникло никаких трудностей о том, чтобы договориться по арендной плате, и нам второй месяц, вот как раз сегодня за второй месяц нам написали официальное письмо о том, что у нас 50% аренды разрешают нам, ну, вот эти 2 месяца, апрель и май. То есть, соответственно, мы очень благодарны тому, что происходит нашему арендодателю, собственнику помещения, о том, что он адекватно реагирует, ну, и не было никаких пререканий, скажем так. Особо мы и не уговаривали, мы просто обменялись, так скажем, официальными письмами для того, чтобы соблюдать юридическую сторону. Все подписано, все акты и соглашения, и вот мы существуем благодаря этому тоже, потому что если бы, насколько мы слышим вообще с других сторон, если бы даже аренда бы у нас еще была бы в обычном масштабе, то это была бы совсем другая ситуация. Поэтому мы, конечно, благодарны, что это помогает нам сохранить кофейню, помогает нам сохранить рабочие места, и мы надеемся на выход из этого. Очень хочется уже какой-то ответ. Ну, если в 2 словах объяснить то, чем я сейчас занимаюсь, это небольшие серийные работы и плюс выставочное что-то. И прямо сейчас я занимаюсь новой своей серией, которая будет, ну, как нельзя лучше подходить для нашего времени. Это будет что-то максимально дешевое и максимально качественное. Ну, как-то так. Да, только вчера появились цифры, что наша отрасль просела на 52%. Мы там 3-й, 4-й или 5-й в списке. Ну, если, допустим, год назад у меня была очередь из 10 человек, сейчас у меня, ну, очередь из 1-2 человек, наверное. Да, но здесь самое интересное, просто выживает не то, что сильнейший, ну, сильнейший, да, но сильнейший во всем. То есть, допустим, если тебе есть что-то новое, интересное и доступное представить миру рекламы Инстаграм, допустим, то все будет нормально, потихонечку люди все равно не отказываются от подарков. Я на самом деле боюсь того, что за последние там 80 лет наше население привыкло ждать команду сверху. Так и будет происходить дальше. То есть мы будем ждать команды или какой-то помощи, но ее, как мы знаем, ждать придется долго. И поэтому, да, я жду какой-то затяжной кризис, но он такой затяжной. То есть мне кажется, что люди просто привыкли жить в такой ситуации. Возможно, просто просел не то, что средний вот этот 17 тысяч класс, а класс, который 40 тысяч там, плюс зарплата. Вот этот класс, конечно, он попросядет немножечко. Простые люди, там вот эти 80-70, ну, мы не считаем бюджетников, да. Я думаю, они потихонечку присядут и будут смотреть, но не знаю, я в любом кризисе вижу положительное. Я думаю, что вернуться, знаете, к рыночным отношениям на площади, когда ты приходишь, свои башмаки меняешь на кусок мяса, они научат людей
ценить свой труд, ценить свои деньги, ценить чужой труд. Мне кажется, я вот вижу больше плюсов, чем минусов. С минусами наша страна всегда справится.